В Австралии в мае этого года животноводы Робин и София Шелби помогали своей корове рожать. Но они не могли предвидеть, какой шок им предстоит испытать. Робин и София, опытные производители мясного скота, были хорошо известны в своем городе. На их ферме обитало множество животных, но коровы были самой примечательной особенностью. Робин и София посвятили свою жизнь выращиванию животных и уходу за ними, потому что любили их. Сказать, что эта пара очень много знала о скотоводстве, было бы преуменьшением. На самом деле, они были экспертами в этой области. Осознание того, что София и Робин находятся рядом и могут помочь, позволяло местным фермерам жить безбедно. Эта пара часто помогала рожать молодняк крупного рогатого скота, поэтому их часто вызывали для оказания помощи животным. Когда Робин узнал, что его чистокровная герефордская корова беременна 2-й год подряд, он, естественно, был вне себя от радости. Как обычно, Робин и София начали готовиться к родам беременной коровы. Они внимательно следили за ней и делали все возможное, чтобы ей было комфортно, и она была здорова. Первоначально все животные жили вместе в главном коровнике фермы, где паслось несколько поколений коров. Сначала пара оставила беременную корову в большом загоне, поскольку коровы чувствуют себя лучше всего, когда находятся рядом с другими животными. Но через несколько дней София заметила, что корова стала более вялой, чем обычно. Казалось, она испытывала некоторый дискомфорт и стала меньше есть. Чтобы обеспечить корове покой во время родов, ее перевели в отдельный загон. Казалось, что беременность протекала нормально. Но через несколько месяцев корова начала потреблять огромное количество корма каждый день. С тех пор, как ее перевели в отдельный загон, она значительно выросла. Если бы супруги были новичками в фермерском хозяйстве, они были бы встревожены быстрыми изменениями, происходящими с их коровой. К счастью, Робин и София сразу же обнаружили причину увеличения веса и усиливающегося голода. София начала подозревать, что их корова ждет двойню из-за ее роста и характера. У коровы, о которой шла речь, в прошлом году было то же самое, поэтому было разумно предположить, что это повторится. У фермеров было достаточно времени, чтобы подготовиться к приему в свою семью 2 новых телят, поскольку роды ожидались в течение следующих 3 месяцев. Теоретически беременность может продолжаться 9 или даже 10 месяцев. Робин считал, что было бы разумно начать поиски при появлении ранних симптомов родов на месяц раньше запланированного срока. Это связано с тем, что корова, скорее всего, родила бы раньше, если бы носила двойню. Так же, как и у людей, у коров-близнецы часто появляются на свет на несколько недель раньше срока. Вскоре после того, как Робин и София начали внимательно следить за коровой, они заметили явные признаки того, что у нее вот-вот начнутся схватки. Пара поспешно собрала свои средства индивидуальной защиты и необходимые материалы. Корову осторожно вывели из ее маленького сарая и выпустили на свежий воздух. События той судьбоносной ночи в Австралии были слышны даже соседям. Роды были долгими и трудными. Казалось, прошли часы, прежде чем появился на свет первый детеныш. Робин вытаскивал животное наружу, а София сосредоточилась на том, чтобы матери было как можно удобнее. Когда они увидели, как Робин нежно держит здорового молодого теленка, пара издала радостный крик. София забрала теленка, чтобы привести его в порядок и напоить. Корова-мать осталась с Робином, который привел ее в порядок и похвалил за все ее усилия. Затем он откинулся на спинку стула и стал ждать второго теленка. Несколько минут спустя, как раз когда Робин начал вслух размышлять, не ошиблись ли они насчет близнецов, вернулась София. Она села рядом с Робином, чтобы помочь ему в решении его проблемы, но их прервал крик коровы. Казалось, еще один малыш был готов появиться на свет как раз в тот момент, когда они решили, что роды закончились. София тихо рассмеялась, видя нежность Робина, и слезы навернулись ей на глаза. Периодически с фермы Шелби доносились звуки радости и невзгод, а соседи сидели и слушали. Робин и София вернулись на свои места. София — к голове коровы,
а Робин — пониже. После нескольких минут схваток и приведения в порядок теленок появился на свет. София пропела: «Молодец, мама», когда Робин поднял новорожденного малыша, чтобы показать корове. Мать, казалось, была безумно рада, ведь у нее было двое здоровых малышей, мальчик и девочка, благополучно родившихся в тот вечер. Робин и София, держа на руках по младенцу, расположились на лужайке. Они думали, что их работа закончена, но их ждал невероятный сюрприз. Корова странным образом оттолкнула своих отпрысков, когда они попытались приблизиться к ней в восторженной тишине, воцарившейся после рождения близнецов. Корова оставалась в той же позе, что и во время родов, что заставило Софию задуматься. Учитывая, насколько гладко прошли роды, было несколько странно, что корова, по-видимому, испытывала дискомфорт. Уложив малышей, Робин подошел посмотреть на корову. Он был по-настоящему ошеломлен тем, что увидел. Мужчина наклонился, чтобы убедиться, что у коровы все еще продолжаются роды. Крикнув, чтобы привлечь внимание жены, он немедленно вернулся к работе. Корова застонала и завыла в агонии, когда он быстро надел свежие перчатки. София тоже действовала быстро, поспешив к ней на помощь и утешение. Пара в полном изумлении пережила третьи роды у своей коровы. София и Робин зааплодировали. У них тройня. Не в силах сдержаться, Робин продолжал кричать «Тройняшки!», предупреждая всех соседей. Однако на этом история не заканчивается. Роды у коровы еще не закончились, и это было поразительное событие. Со слезами восторга и ликующими криками Робин и София принимали участие в рождении четвертого теленка. На этой ферме впервые родились четверняшки. После родов четвертого малыша Робин и София испытали огромное облегчение, увидев, что их корова наконец-то спокойно заснула. За одну ночь фермерская семья увеличилась на 4 телят, и корова-мама была близка к полному выздоровлению. Семья Шелби и все соседи запомнят это на всю оставшуюся жизнь, потому что это было настоящее чудо природы. Дорогие зрители, а вам известно, что коровы способны рожать четверняшек? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.